Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И отдельное спасибо, как всегда, моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Затевала я калейдоскоп, но цирк с конями в финском парламенте затмил все другие новости. Кому интересно, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Сокращение финансирования Национального агентства новостей Yle боком вышло депутатам. В ноябре прошлого года в парламенте Финляндии устроили корпоратив Pikku-joulu по поводу Рождества. Каждая партийная фракция гуляла в своем помещении, но все ходили друг к другу в гости. Начиналось все чинно-благородно. У коалиции жарят попкорн, гулянка в стиле Тиволи, то есть гибрида лунопарка и ярмарки. У социал-демократов караоке, ну так себе затея. Зеленые устроили первые свидания на политическом алтаре в духе ТВ-шоу. Ну там, как всегда, на корпоративе часто всякое сватовство случается. Истинные финны замутили подпольный бар в стиле 20-х. Все круто, всего много. Пиво, вино, воды, коктейли, закусочки, музыка, хорошее настроение. Были приглашены гости из числа работников парламента, помощники министров и журналисты. Но для журналистов Yle праздник в парламенте – это не повод забыть о работе. Они собрали в парламентских туалетах пробы, чтобы проверить их на наркотики. Тесты показали 3 наркотика – амфетамин, экстази и кокаин. Разразился скандал. Стали выдвигаться самые фантастические версии. Ну, вещества могли попасть в туалет случайно. Например, кто-то ехал где-то в автобусе, в поезде, сел на сиденье, а там наркотики. Ну, сразу 3, типа киндер-сюрприз, 3 в одном. Потом пришел в парламент и случайно распылил все в туалете. Не хватало только версий с инопланетянами и пока еще руки Москвы не вспомнили. Но я надеюсь, это будет. Праздничной ночи веселые, в парламенте праздник до самой зари. Кто-то пьет виски, кто-то вино. Гулять так гулять, наливайте еще. А утром засада, черт побери, компромат. Журналюги в туалетах нашли. Парламент объяла тоскливая хмурь. Вместо укропа найдена дурь. Что же случилось? Откуда напасть? Нельзя журналистов в парламент пускать. Нельзя журналистов в парламент пускать. И главное, никто не знает, кто, как, зачем. То есть в туалетах следы дури есть, но это может быть как серьезное дело, ну так и просто какой-то бедолага чихнул на вечеринке и оставил пыль. Ну, кто еще говорит, что в Финляндии жить скучно? Смотрите, одним вздохом корпоративы превращаются в криминальный сериал. Как же отреагировали на скандал со следами наркотиков в парламенте сами парламентарии? Главный секретарь парламента Анtti Peltonen назвал известие неприятным сюрпризом. Председатель парламента Jussi Halla-aho тоже признал, что ситуация прискорбная, но сначала попытался перевести стрелки. Мол, невозможно выяснить, кто принес дурь в парламент, ведь на празднике, кроме депутатов, были и другие сотрудники, и журналисты, по крайней мере, Yle и Helsingin Sanomat. Он назвал идею поставить собаку у входа в парламент для поиска наркотиков абсурдной и добавил, что подобные случаи – отражение широкой популярности так называемых развлекательных наркотиков в обществе. Но по мере разгорания скандала он передумал искать виновников на стороне, сделал суровое лицо и пообещал провести расследование.
Представители других партий, включая центристскую партию, Левый союз и Зеленых, выразили удивление и разочарование. Многие божатся, что вот ей-богу, никогда не сталкивались с наркотиками в парламенте. Однако некоторые, как Орас Тюнкюнен из «Зеленых», констатируют, парламент – это срез общества, и, к сожалению, все его пороки отражаются и там. Важный вопрос. Как реагируют на эту ситуацию? Одни считают, что проблему нужно расследовать, другие опасаются, что излишний скандал может лишь отпугнуть людей, которые нуждаются в помощи. Так или иначе, этот случай заставляет задумываться, что происходит с финским обществом, если следы наркотиков обнаруживаются даже в главном законодательном органе страны. И вообще, кто рулит Финляндией? Какие законотворцы, такие и законы. Последний раз рождественский корпоратив в парламенте широко освещался в СМИ в 2017 году. Тогда нетрезвый депутат от партии, конечно же, истинные финны, Тeuvo Hakkarainen напал на депутатку Веру Роху с грешными намерениями. В результате Hakkarainen был оштрафован за избиение и сексуальные домогательства. У меня, кстати, есть видео об этом, не побоюсь сказать, исключительно колоритном, даже для истинных финнов, персонаже. Смотрите по ссылке в описании. Как вы думаете, журналистов еще будут пускать на праздники в парламент? Нельзя журналистов в парламент пускать. Ладно, от общего перейдем к частному. Опять на выступление депутата от истинных финнов, конечно, пришлось вызывать полицию. Представьте, субботний вечер, рейс Хельсинки-Бангкок, народ в предвкушении отпуска, на расслабоне. И тут в самолет заходит Томи Иммонен, депутат, полковник, то есть подполковник в отставке, а главное, человек смелый и очень уверенный в своей трезвости. Самолет готовится к взлету, а депутат уже набрал высоту. Весь бизнес-класс слушает его. «Я не пьян». И глаза такие честные, что даже алкотестер поверил бы. Депутат упорно требует сатисфакции. Где закон? Какая статья? Почему меня удаляют? Вмешался капитан. Потом появилась полиция. Но настоящий полковник, то есть подполковник, не сдается. Я требую алкотест. Давайте замерим. Но полиция напоминает: дружище, мы тут не медлаборатория. Давай, до свидания. Депутату пришлось подчиниться требованиям полиции, и он покинул борт, слегка качаясь, но гордо. В итоге самолет вылетел с опозданием на час, а Томи вознесся в заголовки газет. Ну и классика жанра. Извините, я просто пытался помочь своему другу, у которого деменция. Финны, конечно, люди терпеливые, но даже у них есть предел. Так что если летите компанией Finnair, никогда не спорьте с экипажем, иначе может занести на вираже. Депутата сняли с рейса, полиция вывела его по белой рученьке, но подполковник не пошел отсыпаться, а вышел в Facebook и заявил, что пострадал за свои политические взгляды. Это ж сколько нужно выпить, чтобы до такого додуматься. Обвинить национальные авиакомпании в дискриминации пассажиров из-за их принадлежности к партии «Истинные финны». Наступила его минута славы. До пьяного выхода с коленцами этого депутата первого созыва никто знать не знал, а теперь он почти знаменитость. Председатель парламентской фракции истинных финнов Яни Mäkelä назвал инцидент неприятным, но не предположил, будут ли последствия внутри фракции. Поймут и простят. К понедельнику Иммонен проспался и посыпал голову пеплом. Виноват.
выпил слишком много. И экипаж понял это лучше меня. Друзья, меня так восторгают все эти депутаты, что я вдохновилась и написала песню. Песня исполняется впервые. Посвящается депутаты партии Шариковых и Швондеров, то есть истинных финнов, Томи Иммонену и всем его однопартийцам. Зацените. Всем пока. На рейс в Таиланд депутат залетал, глаз от винишка задорно блистал. И в самолет прихватил он секрет: водка и пиво, любимый дуэт. Уйдите в туман, он кричал экипажу: я депутат и не пьяный ни разу. Но экипаж куража не принял, полицию вызвал и чудика сдал. Проснулся на утро, обиженный зол. Где Таиланд, где девчонки снов? Спешит он в Facebook написать свой трактат. Фина озверел, а ведь я депутат. Уйдите в туман, он кричал экипажу: я депутат и не пьяный ни разу. Но экипаж куража не принял, полицию вызвал и чудика сдал. Теперь наш герой сидит у окна, тяжко вздыхая, глядит на снега. Наверное, надо поменьше бухать, чтобы с Финера в отпуск летать. Мораль этой песни проста как стакан: не пей перед рейсом, не иди на таран. А если на рейсе начнешь ты чудить, то утром народ тебя будет стыдить. Уйдите в туман, он кричал экипажу: я депутат и не пьяный ни разу. Но экипаж куража не принял, полицию вызвал и чудика сдал. Смешной эпизод, но правда одна: пьяный проспится, дурак никогда.